Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы будем просматривать людей, которые родились у нас в 40-х годах. Посмотрим, что интересного. То есть я буду смотреть также и на картах, то есть и мое мнение говорить именно об этих людях. Да? То есть вы знаете, что у меня достаточное количество клиентов. И то есть так называемое сравнение будем делать. Итак, то есть 40-е годы, да, сложное достаточно время, то есть это у нас время военное, то есть время послевоенное, довольно тяжелое такое. То есть в это время родились люди, которые являются таким рабочим двигателем, то есть я бы так сказала, да, то есть это люди непростые, которые все время к чему-то стремились, а все время куда-то шли. То есть действительно довольно такие м, интересные они, знаете, чем? То есть тем, что у них было это рвение к чему-то стремиться, и они это делали. То есть им надеяться, как говорится, было не на кого, да, то есть чтобы вы понимали. То есть, и начиная, например, там с 40-41 года, то есть четверка сама по себе довольно такая интересная цифра, как говорится. И у этих людей также и была энергия. Энергия необычная, опять же, у них энергия борьбы была. То есть, и если мы смотрим уже по нарастающей, то есть с первой цифры, то есть 41 год, там 40-й, 41 год, да, по 49 год, то есть вы уже можете заметить ту тенденцию, насколько эти люди росли. То есть они вот этим были первой, я бы сказала так, ступенью для развития определенного потенциала у людей. То есть мы не будем брать, опять же говорю, 30-е годы, потому что там совершенно другая система была. То есть, а именно 40-е, вот они такие, они движущие, они такой движок, я бы назвала. То есть, и сейчас я посмотрю как раз отдельно. То есть, что у нас 40-й год по картам, по оракулу я посмотрю. И посмотрю также, что он означает по рунам еще. Итак, по оракулу 41 год. Смотрите, то есть это люди, рожденные в сопротивлении, то есть люди, которые были готовы к тому, чтобы пройти какие-то этапы довольно сложные, серьезные, но мы знаем уже, опять же, повторюсь, это военное время, послевоенное, то есть оно довольно сложное было, то есть и они как раз, за ними все время вот они несли какую-то свою нагрузку серьезную. То есть, ну вот 41 год это как раз те, которые у нас, ой, 40-й год это те, которые у нас, как я уже говорю, люди сопротивления. Следующее, 41 год у нас. 41, то есть у них вот как раз это люди, которые больше мечтали. Очень много мечтали, чего-то желали, к чему-то стремились. Но здесь идет такое, что это у них больше, чем старше они будут становиться или становились, и чем старше, тем больше у них вот этих желаний было. Но всегда был какой-то момент, который не давал им возможности двигаться ярко вперед. То есть кто-то мог прорваться, естественно, тут даже разговора не может быть, но именно вот 41 год говорит о том, что да, они всегда к чему-то что-то желали, они мечтали очень много, но было очень много, опять же, такого сопротивления со стороны там, высших сил. Да. Следующий у нас идет 42 год. Это более люди такие мягкие, любвеобильные. Это у этих людей уже начинает развиваться внутренний потенциал, то есть их подсознание. То есть они начинают на мир уже смотреть другими глазами. То есть если вы смотрите, опять же, все их течение жизни, как у них происходило, то есть у них могли быть очень часто перепады там настроения того же самого, да, либо вот в поисках чего-то постоянно находились. Но они довольно такие, как у нас говорят, сенсибель, то есть мягкие были, вот не мягкие, а все равно тонкая душа. Вот у них вот как раз вот к этому уже шло. Дальше у нас идет 43 год. Так, 43 год это уже у нас люди, которые начинают, у них развивается больше сознание, то есть интерес к жизни появляется, то есть то, который начинает двигать точно так же именно этим интересом. И это люди для меня пахари, как я на них говорю всегда, то есть люди, которым приходилось добиваться что-то в своей жизни, куда-то вот вести, то есть своих близких, своих родных, потому что, опять же, там тройка очень хорошо играет, то есть куда-то продвигать все это. Это они как бы впереди планеты всей должны были быть. Следующее, то есть это у нас 44 год. 44-й, рожденные в этот год, то есть это необычные люди, то есть здесь уже жизнь, то есть сансара, то есть колесо сансары играло у них немного по-другому. То есть они, в принципе, если бы захотели, они бы выстраивали свою жизнь как хотят. То есть если бы, конечно, ну, как я говорю, знали бы это заранее, да, то есть вот именно здесь уже идет такой момент, что они, как бы это объяснить правильно, то есть они как бы пришли в пустоту.
То есть они пришли, у них не было там у многих основы какой-то определенной, то есть и они эту основу должны были сделать. То есть это вот без каких-то там кармических задач или что-то. То есть это люди, которые вот именно в пустоту пришли, и они должны это создать, то есть создать свою жизнь. Вот их задача была создавать жизнь. Следующий, 45-й год, это у нас уже движение, то есть это более сильные люди начинаются. То есть с одной стороны, да, там играет роль, то есть что у нас пятерка существует там в дате. Но еще это люди, которые могли сорваться с места, да, либо им приходилось куда-то уезжать, переезжать, двигаться куда-то постоянно. То есть вот этот момент вот такой. То есть как бы их жизнь все время вынуждала куда-то двигаться. То есть вот так вот происходило. Следующий, 46-й год, это у нас уже люди, которые начинают в развитие идти, то есть подниматься выше. Но еще и в основном 46-й год это трудяги. То есть это люди, которые вот головой работают, которые работают руками довольно серьезно, то есть которые умеют что-то, мастера очень хорошие, в 46-м году рожденные были. И это люди в основном знания идут еще. То есть, а точно так же у них, если бы была возможность, я понимаю, сложное время было, то есть если была бы возможность, то есть они бы как раз были вот все там учеными, профессорами и так далее и тому подобное. 47-й год. Вот тут уже идет у нас яркое движение, то есть это более воздушные люди, то есть это уже взгляд на жизнь, уже мечты другие, уже желания другие, уже вот легкость появляется. То есть, опять же, мы не смотрим, что это послевоенное время, но все-таки, то есть легкость появляется, то есть это связь с высшими силами более такая серьезная. И они тоже все время в движении. То есть вот посмотрите, сколько я уже смотрю, вот 40-е годы, это у нас почти все именно на движение рассчитано. Так, 48-й год. Так, 48-й год. Это время для них обновления. То есть люди, рожденные в этом году, должны в своей жизни все обновлять постоянно. То есть они должны смены декораций постоянные делать. То есть у них должно было это происходить. Это переезды какие-то. То есть это срывы с места. То есть по жизни так идет. Притом, ну, скажем так, партия сказала, да, коммунизм ответил. Комсомол ответил, вернее, вперед. Вот так вот и у них должно происходить, по идее, это. Так, 49-й год. 49-й. Это люди необычные тем, что у них хорошая связь с высшим я всегда. Это одно. Следующее, это у нас то, что это люди, которые должны больше находиться в социуме. То есть им очень важно всегда было общение с людьми. Вот это важный момент. То есть все время какая-то связь должна находиться. И притом это люди такие достаточно любопытные. То есть им все интересно. То есть, опять же, так как у нас такое время было, период достаточно тяжелый, то есть как раз это говорится о том, что вот они вот те, которые вот открывают для себя, то есть люди открытий. Очень много могли они по жизни открывать, то есть они могли очень много создавать, то есть известных людей очень много в этом году родилось. То есть это вот такие довольно интересные, то есть 49-й год очень и очень интересный. Сейчас посмотрю еще, что нам скажут по этому поводу руны. Итак, опять мы берем 40-й год. Так, 40-й год, то есть, да, какая-то определенная пустота – это одно, и еще это определенная еще внутренняя так слепота, то есть им надо всегда быть в поиске. То есть они должны находиться в поиске, они не должны никогда стоять на месте, то есть их задача такая, что вот именно искать что-то для себя, открывать что-то интересное, понимаете, двигаться. Дальше, 42-й год. То есть 42-й год – это люди в основном у нас, которые должны работать именно с какими-то законами, то есть законы Вселенной, в законы, то есть опять же подсознание, открывается подсознание, как я уже сказала, да. То есть это люди, которые должны быть мягкими, должны быть лояльными, то есть опять, ну это у них так анализировать все они должны, понимаете, то есть это 42-й год по жизни. 43-й год. Люди достаточно успешные, возможно, то есть они могут быть успешными, могли быть успешными или могут быть еще успешными. То есть это люди, которые уже начинают энергию интереса развивать. То есть те, которые во всем интерес ищут, то есть во всем что-то разыскивают, ищут какое-то зерно, основу. Вот так вот. И, кстати, в этом году очень много родилось людей, которые являются родоначальниками нового рода. То есть я еще эту тему затрону, обязательно расскажу. Так, дальше. Так,
Так, сейчас, секундочку. Так, смотрите, так, следующий год. То есть это у нас был, получается, 44-й, да? Ой, 43-й год был. 44-й год. Так, смотрите, это люди уже, которые идут по течению. То есть они точно так же, они очень много знаний там приносят в жизнь, да, они все время должны расти. То есть в работе, там, во всем что угодно. То есть вот именно у них всегда должен быть определенный подъем. Они не должны стоять на месте никогда. Так, 45-й год. Так, 45-й год, вот он как раз немного болезненный для этих людей. То есть я имею в виду, что эти люди рожденные, то есть их могло по жизни часто бить, то есть именно там связано с финансовыми какими-то проблемами, то есть с какими-то расставаниями очень часто в их жизни такое присутствует. Так что здесь такой сложноватый год, как говорится. 46-й год. Так, 46-й год. Это опять же, вот, что те карты говорят, это у нас время знаний. Да, тот период был хаотичный, когда именно они пришли в этот мир в 46-м году. Он был еще хаотичный, он не выстраивался еще как надо. Но это как раз те люди, которые вот связывают, как говорится, там землю и небо, да, то есть это люди, которые должны много работать достаточно. То есть и много вот развиваться в развитии, в знаниях, то есть все время чему-то обучаться. 47-й год. Так, 47-й. Здесь идет у нас легкость, но еще у этих людей очень много разочарований в жизни. То есть если они вот легкие сами по себе должны, то есть они должны, скажем так, все время взлетать, куда-то вот в каких-то там парить облаках, да, то им приходится тяжеловато, потому что не все люди это понимают. То есть поэтому они чувствуют себя достаточно одиноко по жизни. 48-й год. 48-й непростой год, то есть здесь идет у нас, он такой сложноватый, тяжелый, то есть это более такой тяжелый на подъем, но он дает стержень. Эти люди с характером, в основном серьезным характером, и они с очень большими переживаниями. То есть поэтому кажется иногда, что от этих людей устаешь. Они переживают за все и вся, то есть и все это говорят, и как бы вот это вот люди со стороны думают, что это давление на них делается. Это не так. Это просто их натура, вот это вот переживание, как говорится. И 49-й год. Так, а вот эти вот уже люди гармоничные, те, которые на самом деле соединены, ну, то есть с высшим сознанием, то есть у них ответы эзотерики, кстати, в этот год очень неплохие появлялись. Это люди, которые должны что-то заработать в своей жизни, то есть именно, чтобы понести другим, ну, своим там внукам, правнукам и так далее. То есть это люди, которые очень любят домашнее тепло, то есть люди, которые там хозяйство, дом, то есть все такое, да, то есть они такие теплые в этом плане. Но, опять же, повторюсь, они еще необычные, потому что они одно дело, что домашние, они никогда не становятся абсолютно домашними, нет. Они еще и развиваться умеют, то есть они умеют подниматься, у них очень хорошая, опять же, повторюсь, связь с высшим я. Вот, то есть это мы сейчас просмотрели 40-е года. Следующее у нас будет, это 50-е. Будем смотреть вас там, пятидесятники. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что вам понравилось. То есть, возможно, это немножко необычно. Но я так вижу, как я это всегда говорю. До свидания.